Коллеги, всем доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня мы поговорим про цену биткоина и что у нас происходит на рынке. Давайте разберемся. Так, сегодня у нас было, в общем, движение вниз, до накопления в виде голова-плечи погиб. Был уровень шеи отмечен. И момент, я сегодня говорил тоже, ребят предупреждал, что могут развернуть. И у нас часто такое бывает, что разворачивают и делают ход вниз в район правого плеча, выбивают стопы и разворачиваются. Но у нас также был второй уровень, важная зона, психологический уровень поддержки отмечен. И четко видно вот в этом месте, как сюда цена пришла, оттолкнулась, и больше мы эту цену здесь не видели. А также на графике было отмечена точка выхода. Торгую я на бирже BinX. Ребята, молодцы, хорошо работаете. Большое вам огромное благодарствие. Ваш график цены биткоина, благодаря тому, что они берут график цены биткоина на разных, информацию с разных крупных бирж берут, у них нет такого безобразия, как творится на некоторых биржах. Я не хочу сказать, что там Binance или там Bybit или Huobi, OKX, там другие биржи, что они какие-то плохие, но просто у них есть такое, что у них идет сквиз, бывают часто сквизы сильные, то есть такого, как вот последний раз, да, когда мы там вниз падали, на Binance везде было 670, а у Binance 49. То есть мы все на 70 остановились, а у Binance провалился 50-49 туда, да, ниже провалились. Выбили стопы, то есть если у кого-то там стоп стоял, его выбили. В общем, на BinX и там частично уровни были просчитаны. Для медведя, конечно, это было хорошо, да, захватить те цели. Вот, подписываемся ко мне в телеграм-канал, называется BitAtlant. А также ищите меня в Твиттере, Атлант Гай, вот здесь внизу, да, такая у нас красивое оформление стало немножко, конечно, наляпано, то есть не надо ничего писать в комментариях, каждый делает, что он хочет. Ребята, кому что-то не нравится, никто никого не держит. У каждого своя работа. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я торгую на финансовых рынках уже более, это уже сколько получается, где-то 9. Давайте возьмем, сколько мы торгуем с биткоином. Да, это 2008, 10, где-то около, с биткоином только связано около 12, где-то около 8 лет получается. На бирже BinX я торгую уже как год и 3 месяца, да, получается. И, ребята, я как советовал эту биржу, так и буду его советовать до тех пор, пока с ними все в порядке. Именно для торговли лучше этой биржи пока я не находил. По поводу еще торговли на бирже BinX, обязательно изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Это позволяет открывать каждую позицию по отдельности. Когда у нас был шорт-сквиз вниз, у меня были открыты несколько позиций, сейчас покажу. Так, накопление по Вайкофу. Я предполагаю, что мы в зоне D. И сейчас у нас идет вот этот вынос 13, потом заход вниз. Еще посмотрим, как это будет сформировано. Но вот у нас пока отображается вот такая структура. Вот здесь мы находимся вот в этой зоне. Я предполагаю, возможно, уже будет выход наверх. Но мне мало. Мне желательно, чтобы еще 14-ю зону отработали, потому что 11, 12, вот 13, да, сейчас отрабатывается. Посмотрим, как сделают. 14 спуск на верхушку, то есть сделать побольше выход наверх и еще раз бросить вниз, и потом только выходить наверх к 48, куда-то вот в ту область. В общем, такое предположение.
Еще раз говорю, торгую на бирже BinX, изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Это позволяет открывать каждую позицию по отдельности. Не требует KYC-верификацию. Ребята, еще сталкиваются некоторые люди с прохождением KYC-верификации, но из-за того, что их бот биржи заподозрил человека в мошеннических действиях, например, таких как создание нескольких аккаунтов или что-то с номерами телефонов. Часто попадают те, у кого аккаунт создан через Яндекс или Mail.ru, вот через такую почту. Все, кто создавали через Gmail, проблем с этим не было. Ну, или я не слышал с этим проблем. Мой аккаунт, лично мой, он не верифицированный. Я торгую уже больше, чем год и 3 месяца на этой бирже. Все в порядке. Как бы никаких вообще проблем не вижу. Эти два человека, новость, они вот здесь в цену вложили, то, что мы видим вот здесь. Так, переходим на графики, смотрим. Так, давайте сразу пройдем еще раз по Crypto. Обратите внимание, что он показывает, да, сейчас толпе показывает, что пробиваемся наверх, пробились. Вот этот момент меня опять пугает. Вот такие моменты меня и пугают. Дальше, по поводу того, как я размещал заявки на триггер, да, на откуп по 26 тысяч, 26. Ну и получается, когда цена хватается, да, сразу $10, это как бы цена открытия. Хотя я ставил ровно на 26. Вот, плюс $10 здесь, и в этой позиции то же самое, видите, да, то есть у биржи себя, ну, как бы, комиссионный момент вот она такой принимает. На всех биржах так, на всех. Если биржа схватывает здесь по нулям, то есть 26 и все по нулям, значит комиссию не берут больше. Так, если кто-то не понимает, как с биржи BinX, как порасчитать эти все моменты, у них есть, на бирже есть свой телеграм-канал, русскоязычный, тоже приходите к ним, ссылочки все у меня в закрепленных сообщениях найдете, если не знаете, как найти. Можно также просто зайти на биржу BinX, зайти к ним на биржу BinX, и там есть связаться с техподдержкой и зайти к ним на социальные аккаунты, это как Twitter и же с ними. Так, мой твиттер, подписываемся ко мне в телеграм-канал и в мой твиттер. В твиттере часто делаем посты, много всего интересного тоже. Закрепленные твиты – это проверенные рабочие биржи, тоже присоединяйтесь. Ребят, лучше иметь не одну биржу, а иметь сразу несколько бирж. И Binance, и Bybit, и OKX, и остальные, да, которые у нас есть. Лучше, чтобы аккаунты были на всех этих биржах, потому что в любой момент с любой биржи может случиться что угодно, а можно не успеть открыть позиции, да, и все такое. Так, соглашение по госдолгу, ну вот видно, как эти два человека и как полагалось, обращаем внимание, у нас на открытие Уолл-стрит, банк Уолл-стрит, сегодня, это буквально я 3 часа назад делал этот пост, после закрытого заседания в четверг демократическая фракция выразила недовольство. Ну, в общем, очень много различных новостей. Если разумом подумать, о, красота, Натали, вообще отлично, прям все четко, огонь в огне. Также ваш бык, где-то, сейчас покажу, у нас тут в группе очень большая переписка, тоже очень много различных новостей. Ребята, в закрытую группу постим много информации, которая не попадает в бесплатный Телеграм или в Твиттер. Сегодня тоже делал перепост вот этого быка. И все идет так, своим чередом. Тут Александр тоже, да, я тоже предполагаю, что у нас здесь есть предположение, что такой большой дракон вырисовывается.
Так, дракон. Дракон у меня сегодня тоже где-то попадался. Большой дракон. Так, ладно, потом придем к этим мыслям. Сегодня еще делал такой... Это советую... Ребят, советую вам на Glassnode создать аккаунт. И заходим в пульс. И здесь есть вот такие вот метрики. И у нас выводы на бирже, заводы, где у нас вот вывод с бирж 39, да, процентов. И inflow, да, завод на бирже для продаж. И вот даже заводы упали, завод на биржу упал на 14, минус 14%. Это положительные моменты. И мы видим, ну а также рост новых адресов, да, на 18, активные адреса увеличили свои, наращивают объемы, ну, понятно. Тоже очень полезные метрики здесь нам попадаются. И вот я сегодня, ребята, нет вливаний, даже минус 11 положительные моменты, объем оттока, exchange всего, да, тоже вот из всего. Вот у нас Вадим спрашивал на рост, да, глобально это день плюс 4 часа, отлично. Также, если вы замечали, у нас идут там Matic покупают, эфир, BNB, очень много XRP, кстати, обратите внимание, XRP выкупают хорошо. В общем, все, идем в нужном направлении. Воткнула Юля, молодец. Так, что у нас? Дальше мы можем или хорошо наверх пойти, или нам сделают сильный откат. Позже посмотрим. Так, по движению. По движению, да, вот у нас была голова, плечи. Это до того, как мы выходили, это было в закрытой группе. Скидывал трендовая линия, пробой примерно вот в этой точке. Обратите внимание, пробой стоял где-то в этой точке, 26 440. Узкие глаза. Видите, да, такой момент. Прищурились и смотрим, 138% плюс. Это вот у нас только начало, 26 660. Поехали. Полетели, да, как сказал один очень знаменитый человек. И пошел. Позиции в безубыток перевел. Ожидаю ход цены дальше. Либо еще закинуть на 28. 28 нам нужно. 28 очень даже нужно. Так, ну и поехали на график. Посмотрим все-таки, что у нас там происходит. Так. И еще посмотрим новости. Базовые языка тага. Товары длительного пользования минус. Это вот минус по доллару, но плюс по биткоину. Как раз дополнение базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Тоже ожидание 0,3, небольшой плюс. Вот здесь у нас базовый заказ на товары длительного пользования. Вот этот момент. Кстати, как раз биткоин это товар очень длительного пользования. Еще у нас было такое, что Гонконг, нет, не Гонконг, Япония. Тоже я про этот момент говорил в закрытой группе, что они очень много денег перекидывают на братьям нашим, которые сейчас в неловкой ситуации находятся, где... Так, ну, про эти моменты я не люблю говорить. Ну, в общем, перекидывают деньги, которые, большая часть которых уходит вот в такие моменты. Смотрим, что у нас произошло с ценой. И где мы именно вышли, обратите внимание. Вот наше накопление, да, первый зацеп был, это у нас по уровню Фибоначчи, 618, ее сбили. Все, после этого цена пошла откатываться и делать опять накопление, поскольку было красивое движение. Здесь у нас по уровню Фибоначчи, сюда сходили тоже красивые, очень красиво отработанные моменты, просчитанные. И уровень
поддержки сопротивления, вот этот тоже, он был отмечен на графике, 26240, вот этот уровень. И мы видим, что цена пришла сюда, вытолкнули, все, пришли к шее. И дальше я сделал вот это предположение, что у нас будет отработан перевернутая голова плечи. И смотрим далее. Вышли наверх к 78% по Фибоначчи. Опять же, это у нас 61%, это 78% было вот синее. То есть четко цена пришла, обратите внимание, цена четко пришла в этот уровень, коснулась, вот его прям видно, и сделали откат. Было предположение, что отсюда могут уйти вниз, тоже никакими брезговать никакими предположениями нельзя, потому что действительно могли. У нас был уровень разворотный, вот он. Это 26324. Стоп первый я говорил поставить под 26153, то есть когда мы отсюда заходили, да, я говорил стоп поставить под правое плечо, так как бывает такое часто, делают сквиз и выход обратный наверх. Но если заходят вниз, если бы мы зашли в эту зону и пробились бы вниз, тогда мы бы встретили вот эти цели, они тоже были отмечены на графике. Это была 25 888 и 25 666, 25 500, у нас там даже блок стоит. Но в данный момент, что мы видим, мы пришли к нашей поддержке, на графике все это было отмечено, 25 323, поддержка, да, сильный уровень сопротивления, то есть первый уровень сопротивления, цена менжевалась, пробились, Атлант показал, что пойдем вниз, будет шорт, но пойдя в этот уровень, тоже в группе показывал этот момент, целый день, можно так сказать, подбадриваю, говорю, что пойдем наверх, скорее всего, и значения тоже, да и в общую группу тоже скидывал, вот, например, вот такой GIF, картинка, конечно, это изображение ничего толком не значит, да, и это не толкает цену, но просто как для понимания, в каком направлении мы движемся. Плюс эти покупки, они странные, кстати, покупки по 80 тысяч долларов. Вот здесь у нас перелив на Bitfinex. В общем. И далее цена двигается, отталкивается отсюда, да, опять пробивает нас новую эту поддержку, выходит наверх, пробиваем трендовую, и вот здесь начинается самое интересное, да, пробиваем трендовую, спускаемся вниз на поддержку, касаемся ее, выходим наверх, и когда цена пришла именно к вот этой точке, да, в которой я показывал, что у нас идет пересечение, эта точка, это пересечение основной трендовой с психологическим уровнем. То есть или здесь, или могли также здесь еще выйти, но я именно вот сюда ставил, потому что этот уровень был шея нашего, время заканчивается. Ну, в общем, цена пробила, здесь сделали вынос стопов, сняли медведей, сняли лонгистов, да, подобрали еще чуть медведей здесь же, и налегке на открытии Уолл-стрит, у нас как раз вот он, открытие Уолл-стрит, вот здесь тоже было это отмечено, обратите внимание, и на Уолл-стрит мы пошли наверх. И движение у нас составило в данный момент, если даже смотреть по Атланту, давайте посмотрим, где вход по Атланту был как раз на Уолл-стрит, Атлант включился у нас в лонг вот в этом моменте, вот здесь, вот с этого уровня, с 26 492. Если даже по Атланту заходить, то вы могли бы забрать здесь, это у нас 1,65%. Ну, смотря с каким плечом. С 10-м плечом, например, это 10-16%, да. Ну и в данный момент это 15-11%. А если бы вы заходили вместе с нами от уровня шеи, то это составляло бы
это уже 2%, 20%, ну и я с сотым плечом, там 180% у нас получилось. Ладно, подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгуй на бирже BinX. Всем удачи, спасибо за внимание. Еще будут видео. Пока-пока.